Всем привет, с вами Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. На верном ли вы пути? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, смотрите, ребят, я сейчас скажу то, что, может быть, кому-то не очень понравится, но, тем не менее, нужно с этим что-то делать и очень быстро, потому что будут проблемы и печалька. Смотрите, сразу же мне показано, что многие из вас находятся, ну, именно вот в одиночестве, да, отшельник у нас первый выпал. У многих из вас не получается построить отношения. Я уже не говорю про семью. То есть, смотрите, у кого-то проиграется, что вы длительный период не можете вообще, ну, как бы, либо познакомиться, либо вообще наладить какие-то отношения, да. Кто-то, возможно, знакомится, начинает отношения, они очень быстро по непонятной причине заканчиваются. То есть вот такие вот непонятки происходят в личной жизни, у каждого свои. Напишите в комментариях, давайте сделаем опрос, как всегда. Есть у вас вот проблемы именно с тем, чтобы найти вот новую женщину, либо же обустроить новые отношения как-то, да? Вот есть у вас с этим проблемы, причем довольно длительные. Хотя на самом деле вы человек, который очень хочет, да, очень хочет иметь и семью, и отношения, да. Сейчас вы одиноки, понятно, что, конечно же, когда-то у вас была женщина, были отношения, семья, но сейчас не об этом. Мы говорим о том, что у большинства из вас, вот у нас и Луна выпала, да, это говорит о том, что есть именно порча на одиночество, ребят. Это не шутки, это не игры, верите вы в это или нет, но то, что вот у нас еще выпала карта, да, то есть ситуация, когда все распадается, все отношения распадаются, либо же не получаются, оно так будет и дальше, если это не снимать. Если, конечно же, вы не хотите закончить свои дни, так скажем, да, в одиночестве, до конца жизни быть, то это нужно снимать. Если кто захочет, конечно же, добро пожаловать на диагностику негатива, телефон под видео, но вы сами вправе решать это, да, я никого никогда не заставляю, я просто говорю, что может произойти. Вы можете это все пустить на самотек, и ничего хорошего не выйдет. Вы хронически нуждаетесь в семье, но вы не можете обустроить и построить новые отношения, да. Я думаю, это всем понятно, всем все ясно, но в этом отношении печалька. Вы человек, которому не хватает вот именно такой душевности, да, вот семейной атмосферы, тепла, да. Кто-то из вас даже страдает, переживает, ну, реально, вот мне показано даже, что кто-то в рюмку чая заглядывает, да, просто от безысходности. Либо же вы заглядывали в рюмку чая от того, что вам плохо. Вот 3 карты, да, я думаю, не нужно быть здесь тарологом, а просто посмотреть на вот эти 3 карты, да. Когда без женщины жизнь останавливается. Это вам показана даже вот перспектива, да, вот если вы не снимаете негатив, который есть на вас, да, а у многих сделано на одиночество, вот всего-навсего, очень четко это видно. То есть вот это прозябание может быть. Понимаете, я никого не пугаю, да, просто вот показываю. У кого сейчас уже такое состояние, вы себя чувствуете, возможно, как загнанный волк, да, непонятки, что происходит. Многие из вас уже задумываются, что реально, может быть, мне что-то сделано, да, почему у меня ничего не получается. Причем у кого-то из вас еще не получается даже с работы. Куда не устроитесь, либо же вы оттуда быстро уходите, что-то идет не так, либо же обещают одно, а на деле другое вам дают, да, и зарплату, и условия, и так далее. То есть я не скажу, что вам сейчас, ну, супер классно. Понятно, что это общий расклад, но у многих проиграется, что вот именно, ну, такой не самый удачный период у вас сейчас. То, что многим сейчас довольно тяжело, и независимо от того, в плане финансов, либо же тяжело от одиночества, у кого-то это будет такой тандем, и финансы плюс одиночество, это вообще, ну, периодически накрывает депресняк. Но то, что меня радует, вы еще не потеряли надежду, да?
Вот вы не потеряли, да, хотя даже есть среди вас такие, которые вот пытаются, да, пытаются что-то делать, а не получается. И я думаю, вот, ребят, многие из вас, вот если вы подумаете навскидку так, вы ведь многие уже задумывались, но, возможно, отбрасывали такую мысль, может быть, что-то сделано, может быть, какая-то магия. Почему ну, делаю, я двигаюсь, я не то чтобы сижу там руки сложил, но ничего как-то не получается. Вот черная полоса и все. Да, вы-то надежду не теряете, но тем не менее негатив никуда не девается. Ну вот, ну куда ни кинься, понимаете? Да, многие из вас сейчас как-то вот претерпевают и финансовые проблемы. Итак, давайте, мои хорошие, будем ближе к теме, да? На верном ли вы пути стоите? Давайте будем смотреть, потому что, ну, как-то мне грустно сегодня. Вот грустно. На верном ли вы пути? Ну, смотрите, во-первых, вы в женщинах вот видите, ну, таких коварных, ну, то ли соблазнительниц, корыстных, обольстительниц таких, да, я, может быть, немножко утрирую, ну, то есть недоверие к женщинам тотальное у многих. Понятно, что это происходит от своего такого прежнего опыта, и вы никуда от этого не денетесь. Но многие из вас, ну уж очень сильно не доверяют. Я не говорю, что все. Есть и недоверие, есть и, знаете, вот такое ощущение, что тебя изначально хотят использовать. Особенно это касается тех, у кого есть, может быть, там, да, по деньгам все нормально, у кого есть квартиры, машины, ну, довольно неплохо стоит на ногах. Потому что я знаю, что меня смотрят и довольно обеспеченные мужчины, да, у которых вроде бы там и денег куры не клюют, но тем не менее счастья нет. Правда, ребят? Поэтому есть такое тотальное недоверие к женщинам. И я вам скажу, что, опять же, помним, что это общий расклад, да, кому что подходит. Я вам скажу, что среди вас есть даже те, кто пытаются вот общаться с женщинами, да, потому что, ну, однозначно, вы в монастырь никто не уходил. И вот как-то вы общаетесь, как будто без эмоций. Это может у всех по-разному, опять же, проиграться. Кто-то, может быть, осознанно, вот знаете, как будто себя закрыл, сердце на засов, да, вот закрылись, вот, ну, чисто на автомате. У кого-то это может быть просто постель. Кто-то может понимать, да, что вот женщина интересная, симпатичная, но вот как-то настолько вот я не доверяю женщинам, что я не могу влюбиться. Вот такое может быть ощущение. То есть здесь может даже у кого-то проиграться общение, но это, ну, не особо теплое общение с женщиной. Вот какое-то даже такое напряжное. Может даже у кого-то проиграться, что вы, ну, вот в таких вот, ну, я даже не знаю, какими словами назвать такое общение, в таких отношениях быть, просто чтобы не сходить с ума от одиночества. Такое тоже может у кого-то проиграться, да. То вроде бы хоть какая-то женщина есть рядом, да, хоть какой-то там интим и радость для Бобика, хоть там пару раз в месяц, да, а то вообще будет тотальное одиночество. То есть переворачивайте под себя, ребят, потому что более подробно это только на личном раскладе. Если кто хочет более подробно, там мы уже будем вас раздевать до трусов и смотреть все ваши подноготные. Так, конечно же, ребят, я вам скажу, что вот этот момент, это неправильный, да, нравится кому-то это или нет. Но то, что такое тотальное недоверие, это неправильный ваш выбор, у кого он есть. Потому что помним, что абсолютно все женщины разные, точно так, как мужчины. И когда вы обжигались на какой-то одной женщине, может быть, там 2-3 раза даже обжигались, но это не значит, что весь мир и все женщины такие коварные, обольстительницы, корыстные, изменщицы и так далее. Понимаете? Поэтому вот этот пунктик, так назовем его, да, нужно будет пересмотреть вам. Так, что еще? Смотрите, также мне показывает, какая еще ошибка. Среди вас также есть люди, которые вот настолько закрылись в своем одиночестве, настолько вот опять же абстрагировались от женщин, вы можете даже, ну, осознанно, что ли, не знакомиться. Хотя есть у вас, в общем-то, на примете даже женщина, с которой вы могли бы общаться, да, вот как пара.
Возможно, даже вы общаетесь, кто-то может переписываться, да, там по интернету. Но вот как-то вы переписываетесь, либо общаетесь, ну, может быть, по-дружески, либо же так холодно, сдержанно, да. Хотя вы видите и симпатию от женщины, вы понимаете, что она не такая плохая, с ней реально можно было построить отношения, она не какая-нибудь там, прости, прощай с трассы, да. Но вот вы себя сдерживаете. Это еще одна ваша ошибка, ребят. Вот я вам рассказываю, да, вот насколько это верный путь, либо неверный, а вы, конечно же, кто-то может послушать меня, кто-то не может, ну, хозяин-барин, да, я ведь никого никогда не заставляю, просто вот рассказываю, верный путь у вас или нет. Поэтому не нужно, опять же, закрываться, там, абстрагироваться как-то от женщин. Ну вот смотрите, понравилась вам женщина, попробуйте. Попробуйте, а вдруг она сможет как-то вот разморозить ваше сердечко, вдруг она, ну, реально окружит вас такой заботой, нежностью и лаской, что вы просто обалдеете, и ваше сердце просто оттает. Конечно же, это будет не в один день, это все будет постепенно. Далее, что еще вы у меня чудите, мои малыши-крепыши? Среди вас, кстати, мои хорошие мальчики, которых я всех люблю и обожаю, да, и я знаю, что это взаимно, спасибо вам большое. Есть даже такие кадры, но это скорее, наверное, более молодого возраста, ну, которые вот решили оторваться на всю катушку. Это может быть даже беспорядочная половая жизнь, это может быть вот эти пьянки, гулянки, да, куда хочу, туда лечу. Тоже такие кадры есть, потому что как бы вас тысячи, да, смотрят. Понятно, что мы смотрим сейчас разные варианты, и не нужно мне писать, что не-не-не, я такое не делаю. Ребят, вы же понимаете, что это общий расклад, это большая разница, общий и личный. Поэтому я описываю просто разные ситуации. Смотрите, те, кто пустился во все тяжкие, но я бы не сказала, что это верный путь. Нет. Вы скорее пустились, знаете, от того же одиночества. Потому что не хочется приходить домой, да, в одинокую пустую квартиру. Не хочется пускать скупую мужскую слезу, да, чтобы накрывали негативные мысли. Не хочется заглядывать в рюмку чая. А вы знаете, что если вы не будете отвлекаться, некоторые, опять же, вы можете очень плотно подсесть на ту же самую рюмочку, да. Поэтому вы отвлекаетесь, вы заводите подружек. Кто-то может, ну опять же, это более молодые скорее. Кто-то может ходить там по тусовкам, по кафешкам, там, я не знаю, еще куда-то. То есть, опять же, эта движуха, это может быть даже очень такой плотный кекс, такая очень плотная половая жизнь, насыщенная. Но, опять же, это от безысходности. Плюс, ребята, берегитесь, потому что, ну, букет из белых роз никто не отменял, да? Здесь такой момент, что вы можете просто от того, что вам плохо, хреново, из-за того, что вы вот беспорядочно так начинаете своего бобика пихать во все будочки, которые не совсем чистые, не совсем здоровые, а там могут водиться всякие нехорошие жители, да, а потом вы очнетесь с букетом, да, как минимум. И хорошо, если этот букет вы будете долго и мучительно лечить. В худшем случае это может быть неизлечимый букет, если вы знаете. Все взрослые люди, поэтому я говорю, ну, практически напрямую, да. Вспомнила опять же шутку, да. Ну так, ассоциация со знаменитой песней. Я буду долго гнать велосипед. Ладно, не буду говорить, а то сейчас меня еще неправильно поймут в Ютубе. Ладно. Далее, ребят, смотрите, вот что я хотела сказать. Мне показывает, судя по раскладу, что у вас не очень правильное вот направление именно касательно женщин, да? Вот я бы сказала, что те, кто следует вот этим вот 3 пути я назвала, да? Кто-то закрылся, кто-то обозлился, кто-то опустился во все тяжкие, да? Это неправильные 3 пути. Вот то, что я бы вам советовала, ну, судя по раскладу.
Во-первых, у кого есть подозрение на порчу, однозначно снимать ее, потому что у многих, возможно, вы не можете устроить личную жизнь как раз именно из-за магии, да, потому что и порчу на одиночество, и отвороты никто не отменял. И во-вторых, я вам скажу, что пытайтесь, вот пытайтесь, абстрагируйтесь, возможно, даже кто-то с помощью специалиста это будет делать, если не можете в одиночку. Но, тем не менее, уясните одну вещь, которую я уже говорила много-много раз, что все женщины разные. Если вас предали 1, 2, 3 там раза, у кого как, это не значит, что все такие. Присматривайтесь, пытайтесь устраивать, ну, такие, знаете, встречи, может быть, более близкие, даже если вам какая-то женщина нравится. Вот попытайтесь, пригласите на свидание, да. Понятно, что так быстро ваше сердечко не разморозится. Пробуйте, пытайтесь, старайтесь, и вы даже не заметите, как ваше сердце оттаивает, как именно эта новая женщина растопит ваш лед. И все у вас получится. Потому что вот эти 3 пути, если вы на них стоите, да, можете даже написать мне, ребят, на каком пути вы стоите. Вот первый путь это у нас все женщины плохие, да, либо же это отношения, когда я женщину не люблю, но я лишь бы с кем быть, только не одному, да, но я никому не верю. Это у нас первый путь. Второй путь – это вообще вы не хотите, вы закрываетесь от всех, это может быть чисто дружеское общение. И третий путь – это пуститься во все тяжкие, беспорядочная жизнь, и тогда Бобик точно сдохнет уже от букетов. Напишите, на каком вы пути. Если у вас другой путь, да, тот, который я сказала, что вы все равно землю роете, вы стараетесь, да, вы вкладываетесь, там ищете женщин, отношения пытаетесь строить, напишите, пусть это будет 4-й путь. И я вам желаю все-таки, ребят, поверить в себя, поверить в то, что все у вас будет хорошо, и что всегда черная полоса сменяется белой. Я вам желаю поскорее вступить в эту белую полосу. Только Бобика берегите, ребят, не балуйтесь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!